Всем привет! Сегодня у нас Арчи, Анфиса, кот Вилли, лебеди и конец апреля. А я нашел прекрасные кадры, целую папку с набором файлов, который когда-то отснял и так и не сделал ролик. Вот сейчас делаю. Смотрите. Интересно, что она увидела. Она побежала и причем что-то там под... Сегодня Вилли под этим кустом, возле этого куста целый день караулил, смотри. Вилли караулил целый день, а сейчас она побежала. Все-таки там мыша какая-то есть. Или ежик. Слушай, бобр там проредил немножко ветки, да? А он видно, где он подгрызал. Раз, два, три. Три вижу это среза. А там явно какая-то мыша. Вот Вилли сегодня целый день у этого куста сидел. Ирина уже подготовила участок к лету. Но еще недостаточно тепло для водных процедур. Для моей доски еще холодновато. То есть она это с пирса засекла, представляешь? Она с пирса засекла. Так что много времени посвящали наблюдению за котами. Да. Интересно, что там? В этот период они еще не проявляли такого большого интереса к выходам наружу, за пределы участка. Да, раскапывать, что ли? А я вам потом скажу, а к чему в итоге мы пришли. Да. Да ежики, наверное, там живут. Вообще-то да, они огромные. Который вчера, да, или позавчера приходил. Вчера вечером огромный был. Нет, а я его видел, я за Арчиком-то пошел к окну смотреть. Он такого размера, очень солидного был. Анфиса. А тот, кто регулярно смотрит мои видео, помнит всю эту историю с нашими попытками задержать их на участке, не дать им возможность выходить за его пределы. Сначала был Арчик. Вот Вилли, он так не лез, он просто сидел и ждал. Арчик научился лазить по сетке, и фактически его стало невозможно удерживать. Вот все наши попытки как-то нарастить, сделать какую-то ограду повыше, разбились о его изобретательность. Арчибальд прискакал. Арчер. Так, а Вилли там сверху. Да, он там на террасе. О, говорит, что, то, говорит, тоже, что ли? Просекли, наконец. Так, и теперь Арчик смотрит, что там внутри. Его тоже заинтересовало. Да. Бобр поработал, вон. Вредитель этот бобр. В итоге мы стали выпускать Арчика с GPS-трекером. А на ошейнике он стал ходить гулять, но мы не убирали с оград, с ворот нашей заградительной конструкции, потому что Анфиса лазить по сетке не умела, и для нее это представляло некоторую преграду. А потом в один прекрасный момент увидела Ирина, как Анфиса карабкается по сетке. Подсмотрела за Арчиком и научилась. В итоге мы сейчас убрали все вот эти заграждения. У нас все, никакого там оргстекла, никаких там сеток, ничего. И они 2 раза в день ходят гулять. Мы их просто выпускаем. Вот, они легко уходят, легко возвращаются. Вот, 2 раза в день по расписанию погуляли, потом дома. Привет, дорогая. И с ними стал гулять кот Вилли. Кот Вилли гуляет 1 раз, во 2-й раз он уже не интересно ему. Вот обратите внимание, вот это гнездо, пирс. То есть гнездо находится в метрах, наверное, в 4 от пирса, 4-5 метров. А мы думаем, что нам делать в этом году. В этом году тростник вырос. То есть в прошлом году тростник полег. Почему они сделали гнездо? Смогли сделать. Тростник под тяжестью снега полег. Был мокрый снег. Сейчас в воду опрокинешь.
Анфиса очень интересуется кормом этим. Вот. И тростник полег, получилась ровная площадка, и лебеди на ней сделали гнездо. Вода отошла. То есть было несколько факторов, и получилось сделать гнездо рядом с нашим пирсом. Как будет в этом году? Ну, снег, вот за сколько мы, лет 6 наблюдаем здесь. А вот один раз было, чтобы тростник полег, чтобы снег мокрый так налип, и с ветром совпало, и чтобы тростник полег. То есть это было один раз вот за 6 лет. Соответственно, лебеди проявляют интерес уже. Но то гнездо, к нему доступ есть в принципе. Мы можем немножко расчистить им вот доступ до того старого гнезда. Может быть, оно их заинтересует. Вот. Может быть, опять будет вот мокрый снег с ветром, поляжет тростник. Может быть так. Или же пусть они выводят в заповедники, в тростнике в заповеднике, как они всегда это делали другие годы. Все-таки для нас, это слишком много нервов, за них переживать приходится. Но с другой стороны, интересно. Так что посмотрим, что получится ближе к середине, к концу декабря, что-то будем решать. Опять же, многое зависит от того, какой уровень воды будет в озере. То есть вода, есть сток в речку Драу, и в принципе уровень воды регулируется в озере. Это зависит, насколько мокрое будет ноябрь-декабрь. Если будет много дождей, может быть, уровень поднимется. Это тоже такое неизвестное в уравнении. Вот смотрите, у Анфисии с лебедями, у нее просто отношения, вот сейчас все это продолжается. Они вот сейчас, в ноябре, вот такого битье лапой, шипения, кусания нет. Они проплывая мимо, на нее посмотрит, зашипит, она повернет голову молча. Но каких-то конфликтов у них стало меньше гораздо. То есть и лебеди смирились с ее существованием, они поняли, что она, в общем-то, агрессии не проявляет. И она как-то уже, более привыкла. Но ей очень интересно. Она приходит с утра всегда со мной вместе на пирс. То есть она на пирсе проводит очень много времени. Вот, врага проднял. Вот если крылья так поднял, значит кого-то гнал. Да, я врага прогнал. Орел настоящий. Ну что, погладить тебя можно или как? А молодые подросли уже, совсем хорошо летают. Что они будут делать с зимним сезоном? Есть опция, в принципе, только одна. Они, если улетают, мы разобрались с этим вопросом, а куда они улетают? То есть они не улетают куда-то на юг, в Италию, нет. Они улетают на речку Драу. Недалеко от нас, в городе Филохе, там есть речка Драу. Он красавчик сидит. Позирует Арчи. А речка никогда не замерзает вообще. То есть она просто не замерзает. И лебеди туда отлетают. Там проводят какое-то время сильных особенных морозов, когда заледенело. И потом возвращаются. И раздел, отделение птенцов происходит как раз в этот период. То есть они по возвращении могут уже вернуться отдельно. Или по возвращении начинается такой январь, где-то месяц, активная фаза этого отделения птенцов. Они начинают их щипать, прогонять. Потому что потом в феврале у них уже любовь. Вы на канале, наверное, видели. Скрытая камера просто великолепно засняла их любовный танец. И такой камерой я заснимал. То есть они этим делом занимались у нас на глазах бесчетное количество раз. Этот бассейн с рыбой. Так она ее стащила на пол и сейчас попытается разгрызть. Фисочка. Там нет, не то, что ты думал, да, она открывается. Отобрали, да? Отобрали. Отобрали, да. А что там пришло? На, понюхай.
Видишь, там ничего вкусного вообще нет, там тряпки. А врете вы все, говорит. Поди, говорит, что-нибудь вкусненькое там. Анфисия, конечно, страшно любопытная. То есть к февралю, к началу вот этих, когда начинается любовь-морковь, они же, по идее, их должны отделить. Улыбнись. Потому что потом все, гнездо, яйца. Я очень надеюсь, что они в этом году сделают перерыв. Ну, в предстоящем сезоне они сделают перерыв. Было бы просто прекрасно. И они бы отдохнули, и мы бы от них отдохнули. В основном, конечно, волнение, потому что все-таки они опытные родители, молодцы, у них так получается все. Все равно потеря каждого птенца воспринимается. Или вот то, что 2 яйца не вылупились в этот раз. Ну, конечно, очень тяжело вот это. Вот. Занимается строительством, чисткой фарватера. Где гуляет Арчик, вообще понятно. То есть у него есть определенный маршрут. Анфиса, Анфисия тоже пришла посмотреть. так как у Анфисы вот сейчас появилось право выхода, она только осваивает территорию и гуляет дальше. Давай на крышу лезь. А я тебя снимать буду, как ты на крышу лезешь. Но что интересно, Арчик, похоже, нагулялся. То есть вот если раньше, Она говорит, сейчас я тебе буду. вот, поначалу он уходил, его 2, 3, 4 часа могло не быть, он где-то ходил, мы его находили там за 5-6 участков где-то вот. А теперь нет, его выпускаешь, он пойдет там максимум на соседний Анфисия. участок, ну может Ну-ка, через слазь один. быстро. Нам выезжать надо. Анфисия наверху, так что можем выезжать. И очень быстро возвращается сам. Все, ликвидировали кормушки. Спустили лодку на воду. Такое впечатление, что он нагулялся уже. Вот. Открываем сезон плавания на лодках. Занимаюсь хозяйством. Ну, любые, мы тогда вот это... А для товарища Лебедя это как вот шоу. Он даже вообще внимания не обращает. Спит себе и все. Все, готово. А Анфиса еще вовсю гуляет. А это у нас подводка есть. Из дома можно включить там 220 вольт. А это для погружного насоса. Он у нас там напротив перил, с другой стороны погружной насос. Ну, на полив, для полива используем. Ну, вот тут у них традиционные отношения. Ну, и иногда 220 вольт все-таки на пирсе нужны. Но это надо из дома включить. То есть это, естественно, там постоянно под напряжением не держим, потому что это у воды опасно. Ну, основное использование для насоса погружного, для полива. Анфисочка, тебя не позвали, конечно. Вот ошибка была грубая. А где этот братец? Любопытная Варвара. А, он под кустом. Отлично. Ноги кверху. Задрал. Причем обе одновременно. А вот палка лежала с таким оранжевым посередине. Это специальная такая для срезания сучков, на самом деле. Ну, высокие сучья, ветки можно срезать. Но мы ее используем чаще не для... Ну, вот эта палка с оранжевой. Мы ее используем для того, чтобы убирать водоросли там снизу. Она ищет кормушку. Она точно знает, что там была кормушка. Тростник и водоросли. Да, уплывала была, приплыла, нету кормушки. Все. Все, дорогие, зеленая травка выросла. Вот со дна собирай. Давай. Моллюски, да, здоровый образ жизни, все. По закону вас уже кормить нельзя. До следующих холодов. Так что сами. Конечно, там... Ни у кого такого гнезда на озере, наверное, нету. Вот смотри, она отовсюду закрыта, а нам открыта, говорит. Отовсюду они спрятались, а Ну нам, пожалуйста. почему? Ну почему вы не сделали хотя бы там на соседнем участке или там через участок? Ну это вот нам такое счастье, вот это
Не, это вот когда тростник полег, это можно было уже ожидать, что какой-нибудь подляк такой будет. Естественно, они... О чем он говорит? Далеко ходить, далеко плавать. Он говорит, прямо у них поселимся и все. И все. Я это как шутку воспринимала. Ну, Вообще-то. шутку, пока они не стали. Вот смотри, это представляешь, сколько труда вот такую кучу сделать. Собрали просто. Все, Анфиса смотрит. Да, сделали, розетки новые. Отлично теперь будет. Вот. А чуть подаль. Там у нас спальное место. Этот куст, он целиком был на земле. То есть сейчас вода прибавилась сантиметров 20, наверное, а то и больше. Да, начиналась вот у этого кустика, вот у этого У зеленого? Да, вот у большого вот этого зеленого кустика начиналась вода. Вот там. Ну да. Ну там перила-то глубоко в воде, а перила обычно летом не достает до воды. А сейчас она там глубоко в воде. Ну, посмотрим, как это будет. Ну да, то есть добавила сильно озеро. Ну, Анфисочка, ты, конечно, место нашла просто великолепное. Свешивается туда еще. Ну да, папа же там что-то делал, значит там, наверное, интересно, да? Вообще, конечно, гнездо это был полный сюрреализм. Иди траву ешь, пасись. Да. И кошечку не задирай, пожалуйста. Нет, нет. Вот ты гадина какая, а? Еще на меня давай. Какое наглое создание, ты подумай. Иди траву ешь. Мы, честно говоря, не ожидали, что они такой трюк откинут с этим гнездом. У них была попытка построить сначала на пирсе, но они отказались, потому что там... Вот. Но когда в итоге вот... Иди траву ешь. Когда в итоге они сделали гнездо там, это... Понимаете, это просто все у тебя на глазах происходит. То есть это... У меня все это заснято, есть такая большая-большая папка «Гнездо», там вообще все, строительство, яйца, ну... Я все никак не могу подступиться к такому большому ролику. Анфис, не связывайся. Вот. Была идея отдать материал одному профессионалу, сделать... Ты, птеродактиль. А тут собирает себе вот этот солому. О, все. Отсюда будем таскать на гнездо, да? Обалденно. Сделать профессиональный фильм, потому что материал, конечно, уникальный. Вот. Но тогда человек был занят, как-то все это отложилось. И куда мы пошли, интересно? Не знаю, может быть, еще вернусь к этой идее и сделаю такой профессиональный фильм. Она обнаружила кормушки. Вот, говорит, вот же кормушки, вот они. Да, вот, говорит, кормушки куда утащили. Зачем, говорит? Да, она обнаружила кормушки. Есть еще один сюжет, тоже для такого серьезного фильма. О, да ты, смотрю, умненькая. Все смотрит кормушки, ничего не понимает. Как же так? Это было, когда птенцы уже подросли, вот этого выводка 2020 года. Вот, там было 6 птенцов, вот когда они подросли, приплыла одинокая, молодая тоже белая лебедь и пыталась вот заигрывать, пыталась организовать пару с одним из вот этих молодых. То есть она белая, полностью белая, а эти вот, она к одному как бы пристала и пыталась с ним создать пару, а он еще не понимает. Ну ты расщеперилась-то, а? Эй, Ну, то есть ему еще как минимум год-полтора года до половозрелости. И он просто не понимал, что от него хотят. И вот я заснял целое, это продолжалось долго. то есть она нашла тут кормушки и стоит недоуменно, вот смотрит и говорит, кормушки-то вот они, да, кормушки-то вот они.
Не, дорогая, все, травка. Да, давай пока. Ну, видимо, молодая лебедь, она не нашла себе пары. Может быть, в молодежной группе ей не досталось пары. Ну, как-то так получилось, а уже зов природы, и пора было уже, так сказать, скоро и птенцов выводить. И вот она пришла. Иди его снимай оттуда. Зови. Вот бестолочь такая. Подумай. Да, он считает, что это круто. Вообще очень интересный сюжет, но не знаю, тоже я, может, сам сделаю, может... Но тема вечная, это терпит, это не котята, которые растут быстро. И там это повторяющийся цикл каждый год одно и то же. В принципе, это, ну, вне времени. А вот у них по крыше в последнее время, ну, хорошо, что перестали по крыше гулять. То вот у них было любимое занятие забраться на крышу. Потом иногда там Арчик начинал примиряться, как бы ему с крыши спрыгнуть. Я пару раз просто подходил спину, поворачивался спиной и думал, вот если сейчас вот он прыгать начнет, ну пусть вот на меня прыгнет, оттолкнется. Потому что, ну все, вот он уже вот задом начинал там, из стороны в сторону, вот приседал и все, сейчас, думаю, прыгнет с крыши, а там очень высоко. Ну, слава богу, ни разу у него не дошло до такого прыжка. А один раз Арчик умудрился, чуть воротами его не прищемило, это вообще было. Он стоял с другой стороны, ворота были приоткрыты, а ворота начинают закрываться автоматически. И вот именно в тот момент, когда они начали закрываться, Арчику захотелось пройти. Ну, его посередине, слава богу, что ни голову, ничего, вот, и успел я остановить вот, пультом, и, ну, Арчик был скандализован. Ну, вот эти вечерние. Ирина ест мороженое. Вот, а эти, естественно, Куда, в раковину слазим, да? Нет, Нет, в обход смог. Что такое? Анфиса очень любит в гараже. Вот Арчик как-то вот он не очень проявляет. Вот, а Анфиса, она в гараже проводит тоже довольно много времени. Вообще, такое впечатление, что вот Анфиса успевает вообще везде. Вот куда бы ты ни пришел, куда бы ни посмотрел, там будет Анфиса. Арчик в этом отношении, вот у него темперамент, конечно, гораздо более такой меланхоличный. А Анфисия, она просто вот гораздо любопытнее, чем он. Вот, и гораздо шустрее, энергичнее. Ну ладно. Вот такой рассказ. Надеюсь, не заснули. Всего вам наилучшего. Подписывайтесь на канал, включите уведомления, поставьте лайк, если понравился ролик. И пока-пока.